Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такую очаровательную новогоднюю елочку крючком филейной техники. Мы с вами еще ни разу не вязали на моем канале филейные узоры. Поэтому я решила, почему бы не попробовать и не связать вместе с вами такие прекрасные изделия. Вязание филейной техники — это очень увлекательное занятие. Если вы никогда не вязали, то обязательно попробуйте. Это хороший отдых, времяпрепровождение, как рисование по клеточкам. Я помню, мама мне в детстве давала задание: нарисует на одной половине странички на клеточках какую-то фигуру, и я должна была повторить на второй половине листа. И мне это очень нравилось. Это было одно из самых любимых занятий в детстве. И вот это вязание филейной техники напоминает также раскрашивание по клеточкам. Куда можно применить эти елочки? В качестве домашнего декора можно пришить на диванную подушечку, как аппликацию. Можно накрахмалить посильнее, украсить окна, стены или сделать панно на стену. Можно просто использовать самостоятельно, как подставку под тарелку, как сервировочную салфетку. Сразу давайте скажу, какой размер у меня получился. Так, в длину 26 сантиметров, в ширину 23 сантиметра. Я вязала эту елочку из ниток Виолет от Yarn Art. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок, в 50 граммах 282 метра. И крючком вязала 1,25 миллиметра. У вас, конечно же, может получиться свой размер. Это зависит от выбранной нити, крючка и плотности вязания. Я использовала цвет молочный, не белоснежный у меня елочка. Это цвет 6282, чтобы у меня был комплект вот со звездочками такими деревянными. Если вам нравится такая салфетка, поставьте большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Итак, что же представляет из себя филейное вязание? Это вязание по клеткам. Как видите, здесь у меня провязан ангелочек. Вот снежинки, цветочки вверху и по бокам в нижней части. Я приготовила несколько разных схем. По форме все елочки у меня одинаковые. Отличается только рисунок внутри елочки, чтобы можно было связать комплект. Вот такая свеча, снежинка, колокольчик, шарики на елке, олень, церковь. Вот такой орнамент. Интересная птичка с еловыми веточками. Вот такой узор красивый. И вот этого ангелочка я уже связала. Все эти схемы я публиковала на своем канале на Дзене. Можете перейти по ссылке. Ссылка на мой канал опубликована под каждым моим видео. Также постараюсь опубликовать эти схемы здесь на YouTube в сообществе. Если фотографии в YouTube не откроются, пишите в комментариях, я постараюсь продублировать схемы и в своем телеграм-канале. Ссылка на него также в описании под каждым видео. Итак, вот филейное вязание. Как мы видим, узор создается за счет заполнения пустых клеточек. То есть у нас есть клетки пустые и заполненные. Я их называю закрашенные. Вот закрашенная клеточка. По контуру каждой елочки у нас по периметру идут закрашенные клетки. На схеме я их обозначила зеленым цветом. Это форма нашей елочки. И каждая клетка у нас состоит из 4 петель. То есть столбик, 2 воздушные петли арка и еще один столбик. Вот 4 петли. И каждая дополнительная клетка плюс еще 3 петли. 2 петли, столбик, 2 петли, столбик.
Это что касается незакрашенных, пустых клеточек. Каждая закрашенная клетка – это 4 столбика, 2 стеночки и 2 столбика внутри, для того, чтобы клеточка была заполненная. Вот у нас 2 клеточки заполненные, это значит 7 столбиков. 4 это на первую клетку, плюс 3 столбика дополнительно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это вот 2 закрашенные клеточки. 3 закрашенные клетки это еще 3 столбика, то есть 10 столбиков. Вот, например, 3 клеточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков. Единственное, что столбики я тут провязываю особенные. Это не столбики с накидом и не с 2 накидами. Это патентные столбики. В видео мы с вами все подробно разберем, как их провязывать. Но давайте сразу скажу, почему я применяю именно эти столбики. Чтобы клеточки были квадратные, были не вытянутые ни в ширину, ни в длину, а именно квадрат получался. Приходится провязывать вот такие столбики. Зачем я это делаю? Вот на этом примере я считаю, что также надо применять именно такие столбики. Может быть, это будет чуть-чуть подольше, но это стоит того, чтобы елка у нас не была слишком широкой или наоборот вытянутая, как сосулька. Вот я вязала, например, салфетку в филейном стиле, и она, по идее, должна быть у меня ровной, правильной формы, но она получилась у меня вытянутая в ширину, потому что я вязала столбики с одним накидом. Это я уже давно делаю эту салфетку. Она у меня в шкафу лежит. Вот сейчас достала для примера. И она у меня получилась как прямоугольная. Хотя вот узор должен быть распределен симметрично во все стороны. Если мы вяжем, например, какую-то дорожку, которая не имеет значения, какая она будет в ширину и в длину, вот у меня длинная дорожка, она мне тут вся не вмещается в камеру, тут можно вязать уже столбики все равно какой высотой, узор при этом нарушаться не будет. Каким больше нравится, таким и вяжите. Можно с одним накидом, с 2 накидами, это уже не принципиально. Но вот вязать именно такую елочку я бы рекомендовала патентными столбиками или полупатентные, как они называются. Ну, кто как их называет. Начнем провязывать и покажу, как я вяжу такие столбики. Ну, давайте поскорее перейдем к делу. Ну, сегодня, например, я возьму вот эту схему и буду вязать елочку со свечой. Итак, начинаем вязать снизу. Набираем цепочку из воздушных петель. У нас начало это 5 закрашенных клеточек. 5 клеточек, 5 3, 15 и 1 петля еще дополнительная для стенки. 16 воздушных петель, начальная цепочка. Нам нужно провязать, набрать. Итак, делаем начальную петлю. И набираем 16 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Набрали. Далее 3 воздушные петли. Это начальный столбик. 1, 2, 3. Делаем накид. И в 5-ю петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5 в 5-ю петлю провязываем патентный столбик. Вот у нас 3 петли на крючке, подхватываем рабочую нить, через 1 петлю протягиваем, теперь через 2, через 2. Вот у нас готовы 2 столбика. Первый столбик это 3 петли подъема, второй провязали, накид, в следующую петлю. Сейчас у нас 5 клеток закрашенных. Также провязываем патентный столбик. Вот 3 петли через 1, через 2, через 2. 3 столбика готово. Накид. Давайте еще раз вместе провяжем. Через 1, через 2, через 2. Так, провязываем
до конца цепочки, и у нас в ряду должно получиться 16 столбиков, считая первые 3 воздушные петли подъема. Давайте дойдем до конца и встретимся. Подходим к концу ряда, и нам осталось провязать последний 16 столбик в начальную петлю. Пересчитайте на всякий случай, чтобы у вас было 16 столбиков. Что у нас получается? Первый ряд у нас готов. Далее нам нужно прибавить 4 клеточки вот влево, и для этого мы набираем цепочку из 3 × 4 = 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это основание. Далее 3 воздушные петли. Это первый столбик, вот боковая стенка первой клетки. 3 воздушные набираем еще. 1, 2, 3. Накид, разворачиваем и в пятую петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5. В пятую провязываем также патентный столбик. У нас 4 клетки, значит, должно быть у нас 13 столбиков. Вот 2 у нас уже готовы, еще 11 столбиков. Накид. В следующую петлю провязываем полупатентный столбик. Или патентный. Я даже сама не знаю, как он правильно называется. Его кто так называет, кто так. Поэтому как удобнее, так и называйте сами. Так, 4 готово. Давайте довяжем еще 9 столбиков и встретимся. Вот мне осталось провязать 13 столбик, накид, и я его провязываю уже в вершину последнего столбика предыдущего ряда. Цепочка из воздушных петель закончилась. Все, 13 столбиков готово. Далее у нас идут 5 пустых клеточек. Для этого набираем 2 воздушные, 1, 2, накид, пропускаем 2 столбика, в следующий вяжем патентный столбик. Первая клетка готова. 2 воздушные, 1, 2, накид, пропускаем 2 столбика, вяжем в следующий столбик. 2 воздушные, третья клеточка у нас образовывается пустая. 2 воздушных, четвертая, 2 воздушных, накид, 2 столбика пропускаем и в третью воздушную петлю подъема в вершину начального столбика вставляем крючок, провязываем последний столбик пустой клеточки. Вот, 5 клеток готово. Далее нам нужно нарастить 4 клеточки вправо. Что мы для этого делаем? Нам нужно провязать 12 столбиков. Итак, делаем 2 накида и вставляем крючок туда же, куда мы провязывали последний столбик. Вот в третью воздушную петлю подъема. Вяжем также через одну, через 2, через 2, через 2. У нас сейчас должна образовываться цепочка из петель и по второй стороне. Так, первый столбик провязали для наращивания, 2 накида, и теперь вот у нас как бы цепочка, основание последнего столбика. Вот вставляем крючок уже вот в основу предыдущего столбика и также провязываем через одну. Вот у нас цепочка образовывается, через 2, через 2, через 2. Второй столбик готов. 2 накида. Вот у нас основа
предыдущего столбика и также в воздушную петлю, как бы имитация воздушной петли, вставляем крючок, провязываем через одну, через две, через две, через две. Вот у нас одна клеточка готова. 2 столбика по краям и 2 столбика в середине. Закрашенная клетка. Это первая. А нам нужно еще провязать 3 клеточки. Для этого нам нужно выполнить еще 9 столбиков таких. Давайте провяжем эти 9 столбиков и встретимся. Так, второй ряд у нас готов. Мы провязали здесь 13 столбиков. Вот что у нас получается. Вяжем третий ряд. Третий ряд у нас по бокам по 2 закрашенных столбиках. Итак, набираем 6 воздушных для основания и 3 петли. Для первого столбика 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Разворачиваем накид и в пятую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. В пятую провязываем полупатентный столбик. И в каждую петлю до первого столбика. И в первый столбик также провязываем по столбику. Итого получится 7 столбиков, считая 3 воздушные петли подъема. Так, 6 провязала, и 7 у нас приходится на вершину последнего столбика предыдущего ряда. Вот 2 закрашенные клеточки у нас. Далее по схеме у нас идут 13 пустых. Здесь у нас 17 пустых. Можно сразу просчитать, вот сколько клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И подписать, чтобы потом не тратить время. Так, и теперь вяжем 13 пустых клеточек. 2 воздушные. Накид. Пропускаем 2 столбика в следующий столбик. Снова 2 воздушные. Накид. Пропускаем 2 столбика. Столбик. 2 воздушные. Накид. 2 пропускаем. Столбик. 2 воздушные. 2 столбика пропускаем. Столбик. 2 воздушные. И теперь в каждый столбик также провязываем. Над пустыми клеточками рисуем пустые клеточки. Давайте провяжем вот до уголка, и здесь вместе сделаем 2 заполненные клеточки еще раз. Так, вяжем 13 пустых клеток. Но если вы выбрали именно эту схему, может быть, на другой там будет, да, здесь тоже 13. Все, вяжем и встречаемся в конце ряда. Итак, 2 воздушные петли, последний столбик провязываем в 3-ю воздушную петлю, вершину столбика. И теперь нам нужно нарастить 2 закрашенные клеточки для симметрии, как и здесь по рисунку. Итак, делаем 2 накида. Первый столбик мы провязываем в ту же петлю, куда последний столбик, в 3-ю петлю воздушную подъема. Два накида, и теперь уже в образовавшуюся петлю основания предыдущего столбика. Итак, нам нужно провязать 6 таких столбиков.
Как я уже говорила, что каждая дополнительная клетка это 3 петли. Нам 2 клеточки нужно закрасить, значит 6 столбиков. Вот первая закрашенная клеточка. И еще 3 столбика. Также вяжем в основание. Так, и последний столбик, 7. Считаю вот первый столбик, первую стенку закрашенной клетки. Так, все. 3-й ряд у нас готов. 4-й ряд смотрим. Также по 2 закрашенные клеточки и между ними 17 столбиков. 2 клетки нам нужно дополнить, добавить, значит 6 воздушных набираем и 3 петли подъема, также 9 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Разворачиваем, в 5-ю петлю провязываем первый столбик, он же второй по рисунку. Делаем 2 закрашенные клетки и 17 пустых. В конце ряда делаем 2 закрашенные. Давайте уже этот ряд свяжем самостоятельно, мы подробно разобрали. А 5-й ряд, как в серединке закрашивать клеточки, также вместе сейчас разберем. Доделываем 4-й ряд самостоятельно. Ну вот, 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду у нас уже по краям по 1 закрашенной клеточке. И чтобы не путаться, в каком мы краю, слева или справа, давайте договоримся. Вот у нас хвостик нитки с левой стороны, это у нас лицевая сторона. Сейчас мы провязали 4-й ряд, вот находимся вот здесь. Значит, мы будем плясать сейчас справа налево. Сначала нам нужно будет провязать 10 клеток пустых, 2 закрашенные, 8 пустых. Но для начала нужно сделать 1 клеточку закрашенную. Для этого мы набираем 3 воздушные петли для основания и 3 петли начальный столбик. Итого 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Развернули, накид. В 5-ю петлю от крючка 1, 2, 3, 4, 5. В 5-ю. Проверила на всякий случай. Первый столбик в следующую петлю, 2-й накид и уже в первый столбик предыдущего ряда, он же последний, еще 1 столбик. Вот 1 клеточка у нас с края 5-го ряда. Далее у нас идут 10 пустых клеток. 2 пропускаем столбика в следующий, 2 воздушные пропускаем в следующий, вяжем 8 пустых клеточек еще. Давайте провяжем их самостоятельно и вот эти заполним вместе. Итак, провязала 10 пустых клеточек. Далее идут 2 закрашенные. Нам нужно провязывать внутри клеточки столбики, по 2 столбика внутри каждой клеточки, но будем вставлять крючок не под арку, а чтобы столбики лежали ровненько, не плясали в разные стороны. Видите, как аккуратненько все. Будем вставлять крючок в петли. Вот у нас 2 петли арочка. Провязываем первый столбик. Также полупатентные столбики. Накид. В следующую петлю 2-й столбик. Вот клеточку мы закрасили. И теперь у нас боковая стенка в сам столбик. Так. Вот.
Одна закрашенная клеточка готова. Накидкой закрашиваем также вторую клеточку. Первый столбик, во вторую петлю воздушную второй столбик. И теперь в столбик. Вот так. Все, 2 закрашенные клеточки. Далее у нас по схеме 8 пустых. И в конце также наращиваем по этому же принципу, как мы делали в предыдущих рядах, одну закрашенную клеточку. Все, вяжем самостоятельно вот до этого момента. Это какой у нас ряд? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провяжем 8 рядов самостоятельно до самого широкого места елочки. И когда будем делать убавочки, уже у нас в этом месте елочка начнет сужаться, как вот формировать вот эти уголочки, вместе встретимся и провяжем этот ряд. Ну вот, мы с вами дошли до самого широкого места, провязали 8 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кстати, в 5-м ряду я здесь просчиталась, нужно не 10 было пустых клеточек, а 11 сделать. Тут немножечко перевязала я. Так, теперь наша елочка идет на сужение. Нам не нужно добавлять дополнительную закрашенную клетку, а наоборот нужно уменьшить. Итак, как вязать 9-й ряд? Вот мы дошли до широкого самого места. Сейчас нужно сужать. Итак, разворачиваем и делаем 3 соединительных столбика. В первый столбик не делаем, во второй соединительная петля, в третий и в четвертый. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Это начальный столбик, стенка закрашенной клеточки, накид, и вяжем закрашенную клетку. Также в следующие 2 воздушные петли по столбику. И в следующий столбик также патентный столбик. Вот, первая закрашенная клеточка готова. Далее вяжем по рисунку, и когда подходим к концу ряда, мы провязываем закрашенную клеточку в предпоследнюю клетку и останавливаемся вот в этой точке. Далее также разворачиваем вязание, делаем 3 соединительных. Делаем 3 воздушные петли, начальный столбик, закрашиваем первую клеточку и вяжем по рисунку в обратную сторону. Также одну клетку мы тут оставляем не провязанной и делаем закрашенную клеточку над второй с края, над предпоследней. Останавливаемся в этой точке и также делаем 3 соединительных, поднимаемся и вяжем следующий ряд. И когда нашу елочку нужно будет расширять, вот у нас по одной клеточке закрашенной идет на расширение, также добавляем клеточку по этому же принципу, как мы делали и вот в начальных рядах. Так вяжем внимательно по рисунку, не спехом, не забываем закрашивать клеточки, рисовать наши узоры. И в конце у нас все быстрее и быстрее будет процесс идти, так как елочка сужается. Вот. Можно отпарить потом готовую нашу работу или поставить на блокировку. Я ставила на блокировку. Вот так на примере вязания маленького изделия новогодней елочки мы с вами разобрали азы вязания крючком филейной техники. Как видите, вязать это просто, интересно. Есть мастерицы, которые занимаются только филейным вязанием.
Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!